Моя смена начинается с 6:00. Я прихожу в половине шестого, расписываюсь в журнале и прощаюсь со своими сменщиками. В комнате десятки мониторов, стол, 2 кресла и шкаф, где мы берем кофе и сахар. Я раскладываю на столе 4 журнала, включаю кофемашину, наливаю в свою кружку порцию горячего кофе и сажусь в кресло. Моя работа заключается в наблюдении. Я оператор. Я пододвигаю ближе к себе 2 телефона, красный и синий. Проверяю письменные принадлежности. Камеры видеонаблюдения ведут непрерывную запись, но правила для операторов никто не отменял. Они висят на стене позади меня, нарисованные красной краской на большом белом листе бумаги. Новичкам рассказывают, что они написаны кровью предыдущего работника, не справившегося со своими обязанностями. Шутят, конечно. Все знают, кровь в темноте не светится. До 7:30 я просто сижу и смотрю, не изменилась ли обстановка в кабинетах со времени моей предыдущей смены. Иногда такое бывает, а сменщикам не положено сообщать об этом. Я должен увидеть это сам и позвонить по синему телефону. Камеры расставлены по всему этажу и в кабинетах. Только в туалетах их нет, и думаю, что это и к лучшему. По ночам из туалета может выползти раскоряка, а на нее и так не положено смотреть. Правило номер 12. При появлении любого постороннего предмета, существа, вещества на этаже в течение смены немедленно сообщить по красному телефону и попросить уборщицу. Особенно если появился тафт или раскоряка. Не смотреть на раскоряку долго. Уборщица приходит вооруженная ведром и шваброй. Она очень большая. Обычно я вижу только ее необъятных размеров бугристую спину в мышиного цвета халате. Она убирает слизистые следы, оставленные раскорякой, а саму ее загоняет обратно в туалет. Однако сотрудники, работающие на этаже, в туалет ходят, и до сих пор никто не возмущался, хотя тут и без этого проблем хватает. Наблюдателей должно быть 2. В прошлую смену мой напарник пропал. Вышел покурить ночью, а потом мне позвонили с красного телефона и сказали, что он уволился. До конца смены я вынужден был пялиться в мониторы в одиночку. Тут даже на минутку отлучиться нельзя, даже глаза закрывать надолго нельзя. На этот счет есть правило. Правило номер 1. Покидать рабочее место в течение смены разрешено только при наличии 2-го оператора. Если вы один, запрещено спать, отвлекаться на еду, перекуры и туалет. Если вы заснули на рабочем месте, значит вы умерли и больше не работаете. Полезное правило. Сегодня должны были прислать нового. Интересно, кого на этот раз? Не хочется всю смену провести в кресле. Я слышал, когда-то давно операторы дежурили поодиночке, но потом руководство решило, что это слишком накладно. Операторы редко выдерживали полные смены и скоропостижно увольнялись. Большая текучка кадров, поэтому всегда дежурят по 2. Пока я размышлял, зашуршала входная дверь, и я услышал шаги. «Привет, я Леха. Куда мне тут упасть?» «Привет, тебя не инструктировали, что тут нельзя называть свое имя? Садись на соседнее кресло. 2 журнала твои, будешь следить за сотрудниками номер 3 и номер 4. Ответил я, не оборачиваясь. «Да что-то говорили такое, как тут вообще?» Справа от меня уселся молодой, коротко стриженный парень. «Не хуже, чем в других местах», — ответил я. Сейчас должен был прийти на работу на Гула. Я решил отдать ему самых простых. «Ха, я только демельнулся, а тут работу предложили. У вас правда столько денег платят за дежурство?» Продолжал спрашивать он меня. «Правда. Ты правила почитай, которые у тебя за спиной, и запомни их наизусть», – велел ему я. «А то увольняют тут тоже быстро». «Да, ща». Он повернулся и изучил список, после чего засмеялся.
Да ладно, это же, блин, полная хрень. Не нравится? Можешь сейчас выйти и попросить, чтобы тебя уволили. Потом, может быть, уже поздно, предложил я. Да ну, нет, если деньги за такое фуфло платить, так я лучше попробую. Тут покурить есть где? Есть, вторая дверь справа. Курим, едим, туалет, строго по очереди, про телефоны. Да мне объяснили, он махнул мне рукой. Сидеть, следить за ботаниками, записывать все, что они делают и, докладывать. Хорошо, вот тебе и первое задание. Их тут 4 на этаже. Мы следим за всем, что тут происходит. Иногда появляется начальник отдела. За ним тоже нужно следить. Нагула и Зюзя будут сегодня твои. Да, окей. Первый на работу приходит Нагула. Высокий, кудри черные у него, рябой. Потому так и прозвали. У него даже в бейджике напротив фотографии и номера написано «Нагула». Он проходит через весь этаж и, покрутив носом, запирается в 4-м кабинете. Он не должен покидать свой кабинет до 19:00. Таково правило номер 8. Научный сотрудник номер 4 не должен покидать свой кабинет до 19:00. Если он покинул свое рабочее место раньше положенного времени, оператор должен незамедлительно сообщить об этом по красному телефону. Нагулу подстережет и поймает служба безопасности в тот момент, когда он подойдет к лифту и отправит на переработку. Люки для переработки находятся в общем коридоре и возле лифта. Настоящий все равно выйдет из своего кабинета ровно в 19:00. Интересно, предупрежден ли об этом новичок? На случай возникновения внештатных ситуаций с конфликтными новичками в моем столе лежит пистолет-транквилизатор. Ни разу еще не применял, но очень хочется. К моему удивлению, новичок хорошо справился. Проследил приход Нагулы и записал в журнал. «Теперь придет или Зюзя, или Стигмат», — сообщил я. «Тут бывает по-разному». «Хорошо, а почему у них клички?» «Да ты сам на них посмотри и поймешь», — ответил я. Зюзя была странной молодой женщиной, всегда неряшливо одета, мятая, не причесана. Халат на ней болтается, как на вешалке. Но молодым мужчинам почему-то она очень нравится. Она вышла из лифта, держа в руках целую кипу листов. Пока шла по коридору к себе в кабинет, половина бумаг разлетелась. Она, как обычно, забыла их все собрать. Я заметил, как возбужденно задышал мой новый напарник, рассматривая ее. «Ничего такая лохматенькая, сисек нет, но я бы ее в...» «Бумаги в коридоре пересчитай», – посоветовал я. «И запиши в ее журнал под номером 3. Зюзя сейчас будет мыть руки у себя в кабинете. Ровно 50 раз. Следи за ней и считай». «Она что, дура?» «Твое какое дело? Твое дело за ними записывать. На стеночку глянь, если забыл». Правило номер 2. Операторы должны не отвлекаться, наблюдать за всем, что происходит на этаже в рабочее и нерабочее время. Обязательно записывать в журнал все действия, которые будут производить научные сотрудники. Строго по времени. В случае несоблюдения этого правила оператор будет немедленно уволен. «Блин, какой-то ты нудный, ты сам-то служил?» «Я тебе на посторонние вопросы отвечать не обязан. В твою работу входит знать только то, что положено. Делай, что говорят старшие, иначе тебя уволят», — ответил я. «Да ладно, не пыли, сейчас запишу», — ухмыльнулся он и тут же, забывшись, спросил. «У этой девочки есть кто? Я бы с ней познакомился». Я не стал ему отвечать, так как увидел вышедшего из лифта следующего научного сотрудника. Это был Стигмат. Стигмат сегодня в новом халате, ему около 40. Прежде чем зайти в свой кабинет, он тщательно рисует кровью треугольник возле двери. Он всегда так делает, у него изрезаны запястья и замотаны бинтами.
Я записываю его время прихода на работу и время, когда был нанесен рисунок. Вечером придет уборщица и стена снова будет чистой, но перед этим, уходя с работы, стигмат должен подрисовать по треугольникам две прямые линии. Обязательно, если он это не сделает, то… Правило номер 7. Научный сотрудник номер 2 каждое утро рисует знак треугольник возле своего кабинета. Если он этого не сделает утром, оператор должен немедленно доложить по красному телефону. Перед уходом с работы сотрудник номер 2 рисует под треугольником две прямые линии. Если он этого не сделал, то оператор также должен об этом доложить. Неисполнение этого правила карается увольнением. «Да он больной, он что, себя специально режет?» – прокомментировал действия стигмата мой напарник. Понятия не имею, он всегда так делает, поэтому и кличка такая – Стигмат. А ты следишь ли за Зюзей? Сколько раз она руки помыла? Да слежу я, она как в рукомойник уперлась, так и торчит там чистюля. Она моет руки с мылом, вытирает полотенцем, потом снова моет руки и так повторяет 50 раз. Терпеливо напомнил я. Вот, на этом экране архив. Я включу тебе начало записи с ее прихода, а ты параллельно считай. Это не очень важное правило, но… На общем фоне оно может сыграть. Для любых странных действий, которые мы замечаем в их работе, есть синий телефон. Вот это рухлядь. Да, и не вздумай поднимать трубку, если телефон начнет звонить сам. Ага, правило номер 3, я помню. Я повернулся и сверился с правилами. Все правильно. Правило номер 3. Если вам позвонят по красному или синему телефону, то вам запрещено поднимать трубку и вступать в какие-либо разговоры с тем, кто находится на другой стороне линии. Это связисты проверяют связь. Вы можете помешать выполнению их служебных обязанностей. Нарушение этого правила карается своевременным увольнением оператора. Последним на работу всегда приходил Карман. Толстый бородатый мужик под халатом, носившего жилет с множеством карманов. Он был научным сотрудником номер 1. За ним нужно было наблюдать пристальнее, чем за другими, но только когда он зайдет в свой кабинет, не раньше. В отличие от других сотрудников, Карман отличается непредсказуемостью. Я зафиксировал его время прихода на работу, потом предложил новенькому кофе. Он отказался. «Не хочу. Чая у вас нет?» «Только кофе, самый крепкий, на смене он нам пригодится». «Да чё мне ночь? Дежурство только сутки, я бывало в наряде 3 суток не спал и ничего. Мы чай с пацанами покупали, пуэр в лепешках, пили его и норм. Только на 3-е сутки носом кровь шла», – поведал мне новичок. «Тут одна ночь бывает как целых 3. Держи всегда под рукой кружку с кофе. Кружки в ящике под кофемашиной. Выбирай любую». «Так вы чё, целые сутки в мониторы пялитесь? А может, я ноутбук принесу или планшет, фильм посмотрим, сыграем?» «У тебя мобильный на входе разве не отобрали?» «Отобрали. Мозги, похоже, что тоже. В правилах на стене не написано, что мы не можем приносить сюда лишние ноутбуки или смартфоны, только никто не даст сюда его принести. Там для этого и стоит охрана и другая служба безопасности». «А к этим на этаж мы ходим или только наблюдаем?» «Да они даже не в нашем здании. По сути, мы не знаем, где они находятся. Сюда к нам приходят только изображения с видеокамер. Ты лучше следи за Зюзей, она как закончит мыть руки, будет ключами трясти и кричать кодовое слово «Рапсодия» 3 раза. «Да слежу, я уже 48 раз помыла, вот дура-то». «Все записывай в журнал. За Нагулой особенно следить не надо, он будет сидеть в своем кабинете и хрустеть пальцами». «Так и есть, сидит за выключенным компом и хрустит пальцами», – подтвердил новичок.
Я тебе и отдал простых, потому что за карманом и стигматом надо следить постоянно. Эти предсказуемы. Зюзя активизируется ближе к обеду и будет вытаскивать из своей прически волосы. В твою задачу входит считать, сколько волосков она выдернет. Кроме того, она любит хлопать в ладоши. Записывай, сколько раз она хлопает. Звук не передается, поэтому считать можно только на глаз. Карман – это толстый? – уточнил новичок. Да, сейчас он покружится по кабинету, потом снимет халат и будет раскладывать на столе всякую мелочь. Монетки, карандаши, блокноты и многое другое. Много писать придется. А стигмат? Этот будет рисовать на бумажках кровью различные символы. Он тоже проблемный. Если он сложит на столе из бумажек домик, то надо сразу сообщить по синему телефону. Правило номер 9. Оно самое. Правило номер 9. Если в течение дня сотрудник номер 2 собирает из бумажек, на которых производит записи, бумажный дом, немедленно позвонить по синему телефону. В этом случае на этаже появится доставщик с коробкой пиццы, он постучится в кабинет стигмата и заберет бумажный домик, обменяв его на коробку. Стигмат до конца дня будет занят пиццей и пребывать в полном спокойствии. Следующие несколько часов мы почти не разговаривали, записывали. Я был очень занят. Сотрудник Карман не давал расслабиться ни на минуту. Он выложил на свой стол целую груду различных мелких предметов и теперь раскладывал из них на столе хитрый узор. Слава богу, стигмат сегодня только рисовал. Наконец наступило время обедать. Оно для сотрудников на этаже святое. Они расслабляются, оставляют свои важные дела и идут по очереди в туалет, а потом в комнату приема пищи. «Они есть пошли?» – уточнил новичок. «Да, теперь и мы можем отдохнуть и покурить по очереди». «Нагула так и не покидает свой кабинет», – заметил новичок и потянулся с хрустом. Он единственный, кто тут не обедает. Нагула появится в коридоре только в 19:00. Иди кури, а я следующий. Новичок пошарил по карманам, удостоверился, что сигареты на месте, и пошел в курилку. Я проверил еще раз всех сотрудников и что творилось у них в кабинетах. Все вроде было в норме, только на рисунках стигмата было что-то новое. Кровью нарисованные человечки, которые совокуплялись между собой. Или он всегда их рисовал? Я обычно не записывал, что именно рисовал стигмат. Важно было только количество. Да и как ни старайся, все равно не разглядишь все изображения. В любом случае, правил я не нарушил, значит и увольнять меня не за что. Покурив, новичок вернулся, и наступила моя очередь идти в курилку. Закрыв дверь, я включил вытяжку и с наслаждением закурил. Сейчас будет немного полегче стигматом и Карманом. После обеда они ленивые. Карман будет крутить ручку на столе и смотреть в сторону, куда она повернется. А стигмат порежет себе палец и будет играть сам с собой в крестики-нолики. Зюзя в обед употребляет алкоголь. После выпитого у нее опухает лицо, и она становится похожа на запойную пьяницу. Поэтому такое и прозвище. С каких пор стигмат рисует зеленых человечков? Подумалось мне. Обычно только зеленые геометрические фигуры. И тут меня словно током ударило. А какая кровь у стигмата? Зеленая или красная? Я бросил бычок в урну и кинулся назад в операторскую. «Посмотри на рисунки стигмата, срочно!» – крикнул я новичку. «Ща! Размазня кровью тут не разобрать!» «Кровь, какого цвета на рисунках?» У меня потемнело в глазах, когда я задавал этот вопрос, во рту пересохло, ответ означал только одно. «Красная, эй, что с тобой?» «Все хорошо». Я, шатаясь, пошел к кофемашине и налил себе еще кофе. Красная. Точно не зеленая. «Да сам посмотри». Я вернулся, сел на свое место и проверил. Рисунки были темные, кое-где кровь уже засохла. Красные они или зеленые, непонятно.
Я сел и, поглядывая на камеры, где в комнате приема пищи обедали научники, принялся проверять архив. «А ты давно работаешь?» – спросил новичок. Я только рассеянно кивнул в ответ. «А что у вас за испытательный срок? Сказали, после него зарплату прибавят?» «После испытательного срока тебе предложат сделать лоботомию. Это очень удобно. Не отвлекаешься на всякие мелочи». «Чё, бля?» «Да, после лоботомии тебе оформят инвалидность и хорошо прибавят зарплату. Все, кто долго работает, ее уже сделали». «Хера себе у вас порядки. Не, я не дам себе мозги ковырять». «Поработаешь тут месяц и поймешь, что это не самое страшное», – утешил его я. Закончив проверять архив, я несколько успокоился. Стигмат рисовал зеленой кровью. В этот момент новичок дернул меня за рукав и молча указал на экран. В комнате приема пищи сотрудники, не сговариваясь, рисовали некий знак на столе. Стигмат использовал кровь, Карман фиолетовый маркер, а Зюзя манную кашу. Закончив наносить рисунок, они, не разговаривая, начали убирать и мыть за собой посуду. Зюзя скрылась в женском туалете. В первый раз такое вижу, нужно записать во всех журналах, на всякий случай. Я поднял трубку синего телефона. «Алло, это оператор». Я доложил о случившемся и попросил в комнату для приема пищи уборщицу. Прошло полчаса. Уборщица так и не появилась. Сотрудники вернулись на свои рабочие места, Нагула продолжал хрустеть пальцами. Зюзя, достав из ящика зеркальце и косметику, пыталась привести свое лицо в порядок. Стигмат играл в крестики-нолики. Карман включил два маленьких фонарика и направил друг на друга. Где же уборщица? Новичок изъявил желание сходить покурить. Я не возражал, но на всякий случай указал ему на правило номер 4. Операторы имеют право на перекур и посещение туалета в течение всей смены, но не более 3 раз за смену. Нарушение этого правила влечет за собой стремительное увольнение. «Почему стремительное?» – прочитав, спросил новичок. «Было же незамедлительное». «Уверен?» – с сомнением спросил я. «По-моему, стремительное и было, так же, как и в номер 3, преждевременное увольнение». «Точно? Я час назад проверял. Было написано в правиле номер 3 своевременное увольнение, а сейчас по-другому». На всякий случай я подошел и соскреб пальцем краску на плакате. Плакат с правилами был нарисован очень давно, виднелись следы жирных отпечатков пальцев и пыли. Надпись никак не могла измениться. В моей голове перепуталось, я не был уверен, хотя знал наизусть все правила. Стоило мне только закрыть глаза. И вот тут я понял, что совершенно не могу их вспомнить. «Ладно, я курить. По правилам я могу курить не меньше 5 раз за смену». Услышал я голос напарника и, открыв глаза, с ужасом прочитал изменившееся правило номер 4. Операторы имеют право на перекур и посещение туалета в течение всей смены, но не более 5 раз за смену. Нарушение этого правила влечет за собой непредумышленное увольнение. Такого во время моего дежурства еще не случалось, и на всякий случай я перечитал все правила и с облегчением обнаружил, что все в порядке и я ничего не нарушил. Ладно, работу никто не отменял, и я вернулся к наблюдению и записям в журналах. Вернулся я вовремя, ибо сотрудник номер 1, Карман, выложил на стол зажигалку. Правило номер 5. Если научный сотрудник номер 1 найдет у себя в карманах зажигалку, немедленно сообщить по синему телефону. Если оператор промедлит до того времени, как в кабинете случится пожар, ему грозит неминуемое увольнение. Я поднял трубку синего телефона. «Это оператор. Сотрудник номер 1 достал зажигалку. Срочно примите меры». Через 5 секунд под потолком в кабинете Кармана сработала система водяного пожаротушения и залила его с ног до головы. Я с некоторым удовольствием наблюдал, как мокрый бородач недовольно фыркает и пытается щелкать отсыревшей зажигалкой. «Чё произошло?» – с любопытством спросил меня вернувшийся напарник. Я объяснил и указал на правило номер 5.
Ха, а он что, так и будет в воде сидеть? Он сейчас пойдет в туалет обсыхать и переводить себя в порядок. До конца смены он будет смирением монашки, а пока его не будет, придет уборщица. Так она до сих пор не явилась, ты же ее уже вызывал на столе прибрать? Действительно, это было очень странно. Уборщица всегда проявляла оперативность. На всякий случай я снова поднял синюю трубку и попросил уборщицу. Стигмат ухо себе отрезал, между тем сообщил напарник. Звонить? Я повернулся к нужному экрану, напарник не соврал. Стигмат действительно отрезал себе ухо и сейчас активно перебинтовывал свою голову. Ухо лежало на его столе и, кажется, немного подергивалось. В правилах об этом ничего не было написано. На всякий случай я перечитал их все. Про ухо и нужно ли об этом сообщать ничего не было. Значит, сообщать не надо. Я помнил, что некоторые из операторов, работавшие со мной на смене, сообщали по синему и красному телефону о происшествиях, случившихся в кабинетах в течение смены, которые не входили в перечень правил, а после этого операторов больше никто не видел. Отсюда, само собой, у операторов было негласное правило – не сообщать, если происшествие отсутствует в списке правил. Отрезанное ухо в список правил не входило или входило? Я пробежался еще раз глазами по списку, точно не входило. Поэтому я записал об этом событии в журнал. А сообщать разве не будешь правило номер 6? Удивился напарник. Как? Я в страхе повернулся к плакату и увидел правило номер 6. В случае, если в течение рабочего дня и особенно после обеда научный сотрудник номер 2 отрежет себе уши, одно или более, оператору следует немедленно сообщить об этом по красному телефону. Если оператор забудет сообщить, его ждет невменяемое увольнение. Моя рука сама дернулась к красному телефону и вцепилась в телефонную трубку. Алло, это оператор, тут такое дело? И я доложил о происшествии, после чего, холодея от страха, повесил трубку. Ты посидел, может, сходишь покурить? Предложил напарник. Да, пожалуй, лучше схожу. Голос у меня дрожал. А уборщицы так и не было, бородатый в туалет пошел. Прокомментировал происходящее напарник, пока я шел к двери. А Зюзя-то, ого, да она просто секси. Я был настолько потрясен случившимся, что пропустил его последние слова мимо ушей. В курилке я дрожа начал повторять в уме все правила, все 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, все верно, ухо. Неужели меня теперь уволят? 7, 8, 9, 10 нельзя следить за… Правило номер 10. Если один из операторов был скоропостижно уволен и вместо него прислали новенького, то ни в коем случае нельзя оставить следить его за научным сотрудником номер 3. В случае любых сомнений в его поведении сообщить по красному телефону. Сигарета дотлела и больно обожгла пальцы. Я пришел в себя. Мой напарник вел себя странно? Вроде бы нет, все облизываются на Зюзю, особенно молодые. Так было всегда, сколько я себя помню, пока не сделают лоботомию. Тогда успокаивается. Нужно немедленно сообщить. Я выскочил из курилки и обнаружил, что в операторской было пусто. Мой напарник исчез. В панике я бросился к красному телефону. Алло, это оператор, мой напарник, новенький. Он пропал, пока я был в курилке. Примите меры. С той стороны мне откликнулась гнетущая тишина. Это все, что я мог сейчас сделать. Я повернулся к плакату и перечитал правила. Все верно. Правило номер 10, только я не сообщил, что он вел себя странно, но и отвлекаться до конца смены мне было нельзя. Может быть, он решил уволиться? Я раскрыл все журналы и сверился с последними записями новичка. 15:45. Мой напарник пошел курить. Это про меня. Почему-то он написал в журнале Нагулы, но зачем? Я посмотрел на экран, где был кабинет Нагулы. Тот никуда не делся и продолжал хрустеть пальцами. Посмотрел на кабинет Стигмата. Он обклеил лицо бумажками.
Посмотрел на кабинет сотрудника номер 1. Карман прыгал в луже воды, и брызги летели в разные стороны. Оставалась Зюзя. Я посмотрел и не обнаружил ее на рабочем месте. Зюзя нашлась в комнате приема пищи, она разговаривала с новичком. Моя рука дернулась к красному телефону. Правило номер 11. В случае, если на этаже обнаружится посторонний и вступит в какие-либо разговоры с сотрудниками, работающими на этаже, оператор должен немедленно сообщить по красному телефону. Нарушение этого правила карается безнадежным увольнением. Я не нащупал телефонной ручки. Повернув голову, я обнаружил, что телефоны пропали. Я обшарил стол, и под столом не было не только телефонов, но и любых намеков на телефонные провода и коммуникационные коробки. Они пропали. Я перевел свой взгляд на список, но там все было без изменений. Немедленно сообщить по красному телефону. Эта задача не укладывалась в моей голове. Как позвонить на то, чего нет? Раз нет телефона, должен ли я на него звонить, если я не должен покидать свое рабочее место? Еще раз сверившись с правилами, я развернул все журналы и начал записывать в них все, что сейчас происходило. Зюзя и новичок целовались. Кажется, он признался ей в любви. Из кабинета номер 4 начали один за другим выходить нагулы. Они шли по коридору и уходили в туалет, один за другим. Всего я насчитал 10. Карман в своем кабинете приложил фонарик к своим ушам и открыл рот. Глаза и рот светились разным цветом, очень ярко. Стигмат показывал прямо мне в камеру цифру 13, нарисованную зеленой кровью. Новичок и Зюзя продолжали целоваться. Он повалил ее на стол, тот самый, изрисованный в обед совместными усилиями научных сотрудников. На этаже появилась спина уборщицы. Она начала закрывать с собой изображения видеокамер одну за другой. Я не успевал записывать, кажется, возле лифта я видел Тафта. Я слишком сильно надавил на лист и острием ручки и пропорол его, оставив на журнале сотрудника номер 1 уродливую глубокую дыру. Ручка лопнула, из нее потекла зеленая жидкость. Я же вроде писал синими чернилами. Мне было некогда. Там, в комнате приема пищи, творилось совсем уже непонятное. Вокруг Зюзи и моего напарника собрались нагулы. Они водили вокруг стола хоровод, а на столе Зюзя и новичок сливались в нечто единое и черное. Куда мне записывать, в журнал Зюзи или нагулы? Уборщица уже заполнила половину видеокамер. Я посмотрел на испорченный журнал. Оттуда из дыры мне подмигивал человеческий зрачок. С уголка капало что-то черное. Я захлопнул журнал и отодвинул от себя подальше. В этот момент зазвонил телефон. Я с облегчением повернулся и обнаружил слева от себя только один. И телефон был черного цвета. Он требовательно звонил. Задачка. В инструкции на стене про такой телефон ничего не было написано. Я перечитал инструкцию и обнаружил новое. Правило номер 13. Сверился с правилом. Перевел взгляд на экран. В комнате приема пищи уже собрались все сотрудники моего этажа. Карман бросил фонарик в черную массу, колышущуюся на столе, словно причудливая скульптура, а стигмат свое ухо. Все соответствовало правилу номер 13. И когда спина уборщицы уже закрыла собой все камеры на этаже, кроме той, где собрались сотрудники, я поднял телефонную трубку. Это оператор. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.